В огромной гостиной, утопающей в утреннем солнечном свете, все было готово к празднику. Белые шторы мягко колыхались от легкого ветерка, разноцветные воздушные шары висели под потолком, а на столе стоял большой торт с белоснежным кремом и аккуратно вставленными свечами. Вокруг аккуратно разложенные тарелки, стаканы, яркие салфетки, маленькие подарочные пакетики, приготовленные для гостей. Девочка в нежном сиреневом платье сидела в своем инвалидном кресле у стола. Ее светлые волосы были аккуратно уложены, а на маленьких запястьях поблескивали тонкие браслеты, подарок отца. Она с нетерпением ждала момента, когда зазвенит звонок и в дом войдут ее друзья. Но часы шли, а тишина в доме становилась все тяжелее. Отец, мужчина в дорогом синем костюме, то и дело смотрел на телефон, проверяя сообщения. Его взгляд был все более напряженным. Он привык решать большие проблемы, руководить сотнями людей, но сейчас был бессилен. Он видел, как в глазах дочери гаснет надежда, и сердце сжималось от боли. Прошел почти час, когда неожиданно тихо приоткрылась входная дверь. На пороге стоял мальчик лет 5-6 в простых, чуть поношенных шортах и футболке с пятнами от краски. Он нерешительно переступил через порог, держа в руках небольшую коробочку, завернутую в пеструю бумагу. Бантик был кривоватый, а обертка немного помялась, но было видно, что он делал это сам, старательно и с любовью. Мальчик подошел к имениннице, держа подарок обеими руками, будто боялся, что тот выпадет. Девочка подняла на него глаза, большие, светлые, чуть влажные от сдержанных слез. Она аккуратно взяла коробочку и прижала ее к себе, будто это был самый ценный дар в мире. Внутри оказалась небольшая деревянная шкатулка с вырезанными на крышке цветами. Резьба была неровной, но каждая деталь говорила о том, сколько времени и тепла было вложено. Девочка ахнула, и ее лицо озарила улыбка, теплая, искренняя, такая, что даже отец на секунду забыл обо всех своих заботах. В тот момент тишина праздника исчезла. В комнате стало теплее не от солнечных лучей, а от маленького, но настоящего чуда, искренней доброты и дружбы. Девочка поняла, что ее день рождения все же стал особенным. Не потому, что кто-то пришел из вежливости, а потому, что нашелся тот, кто пришел от всего сердца. А отец, наблюдая за ними, понял, что не все измеряется количеством гостей, стоимостью подарков или масштабом торжества. Иногда одно искреннее «я пришел к тебе» стоит целого зала, полного людей. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.